Дорогие друзья, приглашаю вас связать вот такой интереснейший узор. Моя авторская разработочка. Очень простой. Раппорт высоту у нас всего лишь 2 ряда. Очень легко вяжется, запоминается. Так он смотрится с одной стороны. Так он смотрится с другой стороны. Вы можете использовать и одну, и другую сторону. Видите, они немножко по-разному смотрятся, но смотрятся красиво и необычно. Присоединяйтесь, обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, где вы используете этот узор. Большое спасибо вам за подписочку, за ваши лайки и огромное, конечно же, спасибо за ваши комментарии. Для работы я использовала крючок 1,4. Пряжа у меня 100% мерсеризированный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Вот такой узорчик мы с вами будем выполнять. Он прекрасно будет смотреться буквально из любой пряжи. Подбираете крючок и вяжете вместе со мной. Начинаем выполнение нашего узора с 37 воздушных петель. Обращаю ваше внимание, раппорт в ширину 5 петель, 7 раппортов, 7 5 35 и 2 петли, по одной петли с одной и другой стороны я добавляю для формирования полотна. Итак, 37 воздушных петель я набираю в начале цепочку из 37 воздушных петелечек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и убегает ниточка. Вы продолжите самостоятельно, пока у нас с вами не будет цепочки из 37 воздушных петель. Я выполнила цепочку из 37 воздушных петелечек, как мы и договорились, и далее выполняю полустолбики. 2 воздушные петли подъема, накид на крючок очень внимательно. Я ввожу крючок 1, 2, 3 в 4-ю петлю от крючка и выполняю полустолбики. И вот таким образом я выполняю целый ряд полустолбиков в каждую воздушную петлю. Ничего сложного, все очень-очень просто. Мы так с вами вяжем до конца нашего ряда. Я выполнила ряд полустолбиков и могу приступать к выполнению моих красивых и интересных приемов. Что я делаю? Я выполняю 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. Выполнила. Далее я работу разворачиваю и буду выполнять столбики с 2 накидами. Я выполняю 2 накида на крючок, пропускаю первую вершинку, в следующую вершинку я ввожу крючок и выполняю первый столбик с 2 накидами, далее 2 накида, второй столбик с 2 накидами и третий столбик с 2 накидами в следующую вершинку. Все очень просто. Вот таким образом. Аккуратненько, не спешите. Мы выполнили 3 столбика с 2 накидами. Далее, очень внимательно. Я работу разворачиваю и буду выполнять натяжки. Что такое натяжка? Накид и захватываю, смотрите, первый столбик и вытягиваю рабочую нить. Вот наша натяжечка готова. Таких натяжек я выполняю 2. Вторая. Далее накид. И теперь я вокруг 2 столбика выполняю. 1, 2 и вытягиваю, видите, да, то есть они у меня вот, чем дальше столбик, тем у меня длиннее натяжечка. Накид и опять вытягиваем еще одна и еще одна, то есть каждый раз по 2 натяжки. Выполнили. Далее я буду вводить и выполнять по принципу блок столбика незавершенного. Я ввожу крючок в следующую вершинку, захватываю рабочую петлю и буду протягивать через все петли на крючке. Смотрите, вот таким образом. Все, мой прием готов. Далее что я делаю? Видите, это лицевая сторона. Смотрите, по изнаночной стороне, ну то есть по обратной, у меня нить находится у основания. Блок столбик мы выполняем по принципу блок столбика, он незавершенный. И далее, смотрите, я ввожу крючок в следующую вершинку и буду выполнять 1, 2,
3 и 2 петелечки на крючке я провязываю вместе. Вот таким образом. Мой красивый, интересный прием готов. Видите, одна сторона и другая сторона. Очень классно смотрится, вяжется просто. И давайте еще раз выполним, а дальше вы выполните уже самостоятельно. Что мы делаем? 3 столбика с 2 накидами и вяжем. Раз. Далее 2, не спешим. И 3 столбик. Выполнили. Далее поворачиваем, накид вокруг первого столбика. Раз, 2. Далее накид вокруг второго столбика. Раз, 2. Накид и вокруг третьего столбика, точнее вокруг всех 3. Видите, вот он наш столбик. Делаем раз и вытягиваем обязательно, видите, и 2. Все, вот наши все петли на крючке. Красиво мы их придерживаем. Далее вводим крючок в следующую вершинку, захватываем. И теперь смотрите, можете вот так немножечко провести по крючку, чтобы расслабить ваши петли. И в один прием все провязываем. Далее, как и ранее, помним, да? Раз, 2, 3 и 2 вместе. Все очень-очень просто. Вот такая красота у нас с вами получается. Так мы вяжем с вами до конца нашего ряда. И я выполнила все наши вот такие интересные необычные столбики. Выполняются они по принципу блок столбиков незавершенных. Мы, кстати, очень много лет назад для начинающих я давала такой принцип выполнения. Наверное, около 10 лет назад у меня есть на канале. Ссылочка будет под видео. Далее я выполняю 2 накида на крючок и завершаю выполнение моего ряда. Смотрите, я ввожу крючок и выполняю столбик с 2 накидами. Выполнили. Мой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего ряда. Следующий ряд будет полустолбиков. И я напоминаю, что раппорт в ширину у меня 5 петель, раппорт в высоту всего лишь 2 ряда. То есть вот такие интересные столбики, приемы, да, вот, и полустолбики. Я начинаю выполнять с 2 воздушных петель подъема. Далее накид на крючок, и смотрите, там, где у меня воздушные, да, я ввожу крючок вот таким образом. Вот видите, как бы воздушную петелечку, и полустолбик выполняю. И считаю раз, потом ввожу крючок 2, 3, 4 и 5. И провязываю все полустолбики. То есть провязываю, видите, вот все вершинки. 3 вершинки у меня от столбиков с 2 накидами, и 1 вершинка от блок столбика. Будем так называть этот прием. Далее. Все точно так же я вяжу до конца ряда. Опять же воздушную вот сюда, да. Накид забыли сделать. Выполняем полустолбик и считаем. Я всегда считаю, чтобы не ошибиться. Раз, 2. Видите, да? Вот они. 3, 4 и 5. Выполнили. Далее опять раз, 2, видите, да, вершинки, вот они, я провязываю. 3, 4 и 5. Итак, я выполняю до конца ряда и завершу выполнение ряда вместе с вами. Я завершаю выполнение ряда полустолбиков.
накид на крючок и очень внимательно ввожу крючок в 4-ю воздушную петлю подъема. Выполняю полустолбик. Мой ряд завершен. И раппорт в высоту тоже завершен, то есть я могу приступить к выполнению следующего ряда, и опять это будут мои интересные, красивые вот такие вот приемы. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Что я делаю? Я выполняю 4 воздушные петелечки подъема. 1, 2, 3, 4. 2 накида на крючок, пропускаю вершинку первого столбика и далее буду выполнять 3 столбика с 2 накидами. Все как и ранее. Просто мы с вами повторяем. 1, 2 и 3. Выполнили. Далее я работу разворачиваю поудобнее и выполняю накид. 1, 2, накид. 1 и 2. И вокруг 3 столбиков. 1 и 2. Далее я ввожу крючок в следующую вершинку. Захватываю рабочую нить и что делаю? Протягиваю через все петли вот таким образом. Видите, нить у меня внизу, основание. Ввожу крючок в следующую вершинку и выполняю 1, 2, 3 и 2 вместе. Наша красота готова. Итак, мы с вами вяжем наше полотно на необходимую нам высоту. Раппорт в высоту всего лишь 2 ряда. Наши интересные столбики и такие вот приемы и полустолбики. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такой интереснейший узор крючком. На что хочу обратить ваше внимание. При выполнении узора, если вы видите, что немножко начинает косить полотно, вы вот эти свои приемы берете и вот так вот немножечко поправляете. И все. И у вас полотно будет идеально ровное и красивое. Смотреться будут ваши приемы прекрасно, как с тонкой, так и с толстой пряжи. Вяжется легко, запоминается узор легко, присоединяйтесь. Очень классно смотреться будет буквально для любого изделия. Можно его располагать и таким образом, и таким. И можете использовать как одну, так и другую сторону. Смотрятся они по-разному. Вот, ну, тут все зависит от вашего желания. Еще раз скажу, что узор этот прекрасно смотрится как с тонкой, так и с толстой пряжи. Поэтому присоединяйтесь, пишите в комментариях, что у вас получилось, где вы использовали такой узорчик. И это моя авторская разработочка для вас. Спасибо вам большое за ваши комментарии, за то, что вяжете вместе со мной. До новых встреч!